Дня доброго, позитивного и наполненного приятным морским бризом. Сегодняшний мой рассказ о малых портах Эстонии. Северо-западная часть Эстонии, а именно о ней сегодня будет речь, славится своими живописными побережьями, где раскинулись многочисленные малые порты. Эти небольшие гавани дают уникальную возможность познакомиться с жизнью прибрежных деревень и насладиться красотой Балтийского моря. На первый взгляд все они похожи, но на самом деле каждый из них неповторим, а некоторые кардинально отличаются от устоявшихся стереотипов. Особенно это хорошо видно при съемке с дрона. Каждого из них окружает уникальная своя неповторимая природа. И те, кто действительно любит природу, поймет, что это вовсе не пустые слова. Всего я расскажу сегодня о 9 таких портах Эстонии. Начну я свой рассказ с порта Kurkse-Sadam. Это небольшой порт, расположен на северо-западной Эстонии, недалеко от города Палдиски. Как часто бывает в Эстонии, приедешь посмотреть какое-нибудь интересное место, а перед тобой открывается вот такая картина. Это Kurkse-Sadam. Въезд запрещен, но по поводу входа пешеходов запрещающих знаков никаких нету. К сожалению, это место прославилось не только своей живописной природой, но и трагическим событием, произошедшим здесь в 1997 году. 11 сентября 1997 года во время учебных маневров группа военных оказалась в сложных погодных условиях и не смогла преодолеть водную преграду. Утонули и умерли от гипотермии 14 членов разведывательной группы штабной роты Балтийского миротворческого батальона. Сегодня порт Курксе является частной собственностью, и попасть туда на автомобиле не так просто. Но я прогулялся пешком, оставив свой автомобиль на небольшой стоянке у ворот. В порту открывается красивый вид на острова Сур и Väike-Pakri, а также с оконечности мола вы увидите порт Палдиски. Но, к сожалению, могу лишь порекомендовать этот порт вам для краткого пребывания, ибо хозяин или капитан порта, уж точно не знаю, кем является эта личность, человек весьма неприятный и вызывает желание поскорее покинуть это место. Как оказалось, не я один сделал такой вывод. А еще здесь на побережье снимали кадры из фильма «Диалоги Аарони Саар». Aliklепа порт. Aliklепа-Sadam. Следующий мой рассказ о порте Aliklепа-Sadam. Это довольно молодой порт, его строительство было завершено в 2020 году. В 2018 году Фонд развития предпринимательства EIC распределил практически 200 тысяч евро из Фонда регионального развития Европейского Союза на строительство гостевого порта Aliklепа. Это послужило началом строительных работ. На данный момент порт полностью готов. Порт имеет 24 причала и работает по принципу бесконтактного самообслуживания. Он может обслужить малые суда длиной до 15 метров и осадкой до 1 метра 90 сантиметров. В июне 2022 года под устьем залива Aliklепа к западу от острова Пакри произошло землетрясение,
магнитудой 2,3. Землетрясение было обнаружено финско-эстонской системой сейсмического мониторинга. Глубина оценивалась примерно в 4 километра. Землетрясение такой силы может быть замечено местными жителями, но ущерба для здания или сооружениям от него не ожидается. И еще один интересный факт. Нынешнее землетрясение произошло примерно в 20 километрах от эпицентра крупнейшего землетрясения всех времен в Эстонии, которое произошло недалеко от Осмусара 25 октября 1976 года. Порт небольшой, но вполне уютный, интересный. А здесь, кстати, недалеко очень много лебедей плавает. Я здесь ранее не был, по-моему. А может и был, я уже не помню. Ну, все равно. Немножко прогуляемся, посмотрим, что здесь за порт. Ристна-Садам. Этот порт расположен в волости Ристна и находится всего на расстоянии 3 километров от предыдущего порта. Глубина фарватера в нем составляет около 1 метра 80 сантиметров. Многих вводит в заблуждение одноименное название порта Ристна и маяка Ристна. Маяк располагается совершенно в другом месте, на полуострове Ристна, в западной части острова Хииоmaa. Рядом с портом находится известняковый берег, заповедник Кейбу-Ристна и песчаные пляжи Али-Клеппа и Кейбу. Ристна Гестхаус, гостевой дом. Вот такая лебедка. С чего она, я не знаю. Может быть, даже с какого-нибудь старого тральщика. А может, это для того, чтобы, скорее всего, с липа вытаскивать катера и прочие вещи. Какой-то рабочий ангар. И, кстати, здесь довольно сильный запах тины. Мне чисто с профессиональной точки зрения интересно, что это за судно. Но винт как-то больше на тяговый похож. А для чего лебедка, не знаю. Может, какое-то вспомогательное судно, типа водолазов возило. Ну, на приколе, судя по всему, стоит уже очень давно. Буквально несколько минут назад я рассказывал вам о том, что очень много мест, где частная собственность, и иногда доходит до абсурда, что эти таблички вешают буквально через каждый метр. И хочу вам показать такой же пример. Ну, конечно, не настолько, скажем, выдающийся, как тот, о котором я говорил, где таблички буквально по побережью шли чуть ли не через каждый метр. Ну, вот выглядит вот так это. Видите? Одна. Слева от ворот. Еще. На воротах одна. Слева от ворот вторая. На
в дереве. Осторожно, злая собака. Идем дальше. Эра Валдис. Опять же, частная собственность. И еще раз Эра Валдис. Любят у нас это дело. Очень любят. Иногда просто до безумства. И опять же, обратите внимание, честно говорю, что это чисто случайно здесь оказалось. Это же я даже не знал. К сожалению, больше интересной информации об этом месте я не смог найти, но впереди нас ждет другой порт – Нива Садам. Порт Нива, Нива Садам. Иногда происходит путаница в названиях этого места. В некоторых источниках он упоминается как порт Нива, а в некоторых как Рана Кюла. А иногда эти названия стоят рядом друг с другом. Следующая моя остановка — Нива Садам, порт Нива. Я когда-то здесь был, но осенью или зимой, не помню, было холодно. А теперь я проезжал мимо и решил посетить еще раз это место. И первое, что мне бросилось в глаза, это вот эта штука. Я даже не знаю, что это. Издалека кажется, что она надутая, лежит то ли подушка, то ли еще что-то. Это работа Оливера Соомеца с названием на латыни Otium Refi... К сожалению, не могу выговорить, но попробую по новой. Otium Reficit Vires, что означает «отдых восстанавливает силы». Бетоний. Изначальный оригинал находится перед учебно-жилым комплексом Академии МВД в Нарве. Также этот девиз изображен на Ангельском мосту в Тарту. Порт расположен в очень красивом месте. Я бывал там в разные времена года и всегда с большим удовольствием любовался здешней природой. Поверьте, здесь очень много красивых мест. Порт частично реновирован, но местный муниципалитет продает близлежащие участки земли, а на вырученные деньги хочет продолжить реновацию порта. Совершая поиск по картам Google, многие обращают внимание на точку в порту с указанием, что там находятся лодки викингов. И я сам неоднократно пытался их найти, но безуспешно. Об этом также многие пишут в комментариях. Почему их сейчас там нет, неизвестно, но они действительно там были. В июне 2011 года там были спущены на воду лодки, близнецы копий лодок викингов, нареченные Неве и Труле. Первое название — это название деревни Нива в летописях, и Туле — это мистический скандинавский остров. Ну, а я следую далее, на юго-запад, в порт Дирхами. Всем дня доброго, всем добра, много-много, побольше. Я нахожусь в северо-западной части Эстонии, в порту Дирхами. Я здесь был последний раз, это было очень-очень давно, я даже не могу сказать, наверное, не менее 10 лет назад. Выглядело здесь все немножко по-другому. Сейчас порт выглядит, я бы сказал, замечательно. Все причалы реновированы, выглядят хорошо, аккуратно, все сделано. Здесь рядышком находится слева кафе, которое я там не был, но которое по отзывам, которые я читал в интернете, очень популярное. И там, говорят, готовят очень вкусные блюда из рыбы. Ну, поскольку порт в основном, на мой взгляд, рыбацкий, то, наверное, здесь рыба свежая. А с левой части, с левой стороны, вот там, раньше, по-моему, там
были причалы, либо какое-то подобие причалов, я не помню. А сейчас там уже полноценный причал, все довольно красиво выглядит и аккуратно. И вдалеке уже стоят рыболовные суда. Это, если я не ошибаюсь, МРТК. Так его величают. А далее стоит еще одно судно, и я, к сожалению, не знаю, какая-то модификация. Вот так выглядит дальняя часть мола, окончание порта Дирхами. А здесь на горизонте вы увидите мыс Пыс-Аспеа. Очень красивое место. Я когда-то снимал там видео, не так давно. Всем, кто будет посещать порт Дирхами, я рекомендую одно место. Вот буквально перед въездом в порт есть такая парковка, и от нее такой поворотик неприметный. Нужно проехать метров этак, 300 примерно. И вы попадете в вот такое интересное место. Вот сам порт Дирхами. Это вот заезжать отсюда. И здесь такой небольшой мыс. Очень красивое место. Побережье. И здесь даже есть лебеди. Несмотря на то, что сейчас у нас очень холодно. Снег и лед кругом. Все находится рядом. Машину, в принципе, можно даже ставить на парковке и прогуляться эти там 300 метров. Вот такая красота здесь находится. Если вам видно, там вот лебеди, стая лебедей. Здесь поближе белый лебедь. Сейчас увеличу, попробую. Вот такой еще один красавец. И добавлю немножко информации о том месте, где я только что был, куда съезжал, чтобы было понятно, где это находится и как туда проехать. В общем, выглядит это все вот так. Это дорога со стороны материка в сторону порта. Вот там находится порт. А здесь такая, даже не парковка, а просто такой полукруг, где автобусная остановка. Вот. И сюда вот прямо идет дорога к морю, метров 300. И там это замечательное место. Можно пройтись пешком или проехать на машине. Наверное, даже пешком будет лучше. Всем хороших путешествий, добра и тепла. Так выглядит порт Österby, если я правильно произношу. Порт примечателен тем, что до 1994 года между ним и Хаапсалу существовало регулярное лодочное сообщение. В 1930-е годы рейсы делали по 6 раз в день. В советское время их было всего 3. Поскольку на Ротсе в то время являлся частью пограничной зоны, куда можно было попасть только при наличии пропуска, пограничник всегда проверял документы, прежде чем пустить людей на борт лодки. Если летом приплывает залив на лодке, то в крепкую зиму его можно перейти по льду. Ранее в обязанности местных почтальонов входила перевозка людей и почты через Хаапсалский залив. Почту клали в деревянную бочку, и если что-то происходило с лодкой, почта в любом случае дрейфовала до пляжа Хаапсалу. Как я и говорил, порт сравнительно небольшой, и я думаю, что здесь фарватер, максимум, наверное, 2 метра глубиной.
Деревня Пуйсе расположена на северном берегу национального парка Матсало и включает в себя часть полуострова Пуйсе и несколько островов. Предположительно, первой датировкой местонахождения здесь рыбаков был 13 век. И, конечно же, одним из главных составляющих местной жизни является рыбалка. Уже в исторических документах 17 века упоминается о Пуйсе как о знаменитой рыбацкой деревне. На протяжении многих веков Пуйсе был оживленным местом рыбной ловли. В эпоху колхозов сюда приезжали на заработки из разных уголков Эстонии. Колхозы имели различные названия: Киидева Калор, Вирцу Калор, Хапсалу Калор и, наконец, Ляне Калор. Основные виды рыб, которые вылавливаются здесь, это окунь и салака. В меньшей степени щука, бимба, плотва и судак. В 2011-2019 годах порт был реконструирован. Пуйсе Каласадом, рыбный порт Пуйсе, был построен практически с нуля. Бассейн гавани был углублен и расширен. Построены новые защитные пирсы. В порту построены бетонные и установлены плавучие причалы. В 2018 году здесь было выловлено более 100 тонн рыбы. Следующий мой рассказ о месте под названием Киидева Садом, порт Кидева. Кидева – одна из рыбацких деревень в Эстонии, где рыбная ловля была основным источником дохода жителей. После весеннего сезона рыбаки Кидева перебирались на побережье Сааремаа для выездной рыбалки. В основном ловили камбалу и салаку. На Сааремаа они построили летние домики-резиденции. Такой кочевой промысел длился довольно долго. В 1950-х годах здесь действовал рыболовецкий колхоз Киидева Калор, в который в 1964 году присоединился к рыболовному колхозу Вирцу Калор. Сегодня, видимо, сиеста. Ни одной живой души. Все отдыхают. Порт Кидева – одно из мест, где начали разжигать костер в ночь древних огней на берегу моря, когда это еще было не так популярно в других частях Эстонии. В 2000 году это место было настолько популярно среди приезжих рыбаков, что из-за их нашествия было принято решение установить знак о том, что порт закрыт. В порту находится небольшое восьмиугольное здание с небольшой выставкой, рассказывающей об истории деревни Кидева и о природе местного края. А наверху здания находится площадка для наблюдения за птицами и флагшток. Там же в порту находится комната природы, но, увы, попасть туда я не смог. А также есть небольшая сцена и места для отдыха. Порт может принимать небольшие суда максимальной длиной 8 метров, шириной 3 метра, а глубина фарватера здесь составляет ровно 1 метр. Сегодня мой рассказ, 9-й по счету, если не ошибаюсь, о малых портах. Это порт Матси, который находится на побережье Матси. Это одно из самых красивых мест. Я здесь часто бываю. Сейчас, правда, здесь не очень комфортно, сильный ветер. Порт Матси. Я очень долго искал историю, как возник этот порт и что здесь было раньше. Никак не мог найти, но наконец мне повезло. История этого места такова. Ранее здесь была гавань для рыбаков и охотников на тюленей. В 40-х годах, во время коллективизации, когда все вступали в колхозы, в артели,
местные рыбаки и жители вступили в колхоз, который здесь организовался. Если не ошибаюсь, название его было «Октябрь», но могу ошибаться. И в то время возник, в общем, этот порт. После образования колхоза был построен вот этот причал. Изначально он был деревянный с бетонным покрытием. А также были построены различные хозпостройки. Это сарай для сетей, пункт приема рыбы и прочее. В 1972 году местное хозяйство входит в состав одного из крупнейших колхозов Эстонии, колхоза имени Кирова. Хозяйство немножко модернизируется, в том числе данный причал делают бетонным в том виде, в котором он сейчас находится. Колхоз Кирова был довольно большим. Он состоял из многих различных более мелких предприятий. Это был один из крупных колхозов в Эстонии. И в свое время, примерно в 80-х годах, он стал более перепрофилироваться на промысел рыбы в водах Атлантики. Поэтому данное местное предприятие потихоньку сошло на нет. И сейчас все это пустует и находится вот в таком виде. А еще это место известно тем, что здесь снимали различные эстонские и не только эстонские фильмы. Например, такие как «Kergemere», «Tulenерand», «Tuletorn», «Tutar laps mustas» и совместный австрийско-немецко-эстонский фильм «Polüpäevikut», «Дневники Пол». То есть это такое довольно это довольно кинематографическое место. Места здесь очень красивые. Я неоднократно здесь бывал, отдыхал, снимал видео, наслаждался природой. Например, вот этой лесополосе находится очень много оборудованных мест для отдыха, для пикника. Есть столы, есть, в общем, грильницы, дрова, все, что нужно для полноценного хорошего отдыха. Недалеко от этого места, на полуострове Симери, находится одноименный маяк Симери, где я неоднократно бывал и снимал видео. Очень красивые места, советую вам их посетить. Где-то я снимал видео об этом, как туда попасть и все прочие нюансы. Заканчиваю свое небольшое, а может быть и большое видео, поскольку оно, наверное, выйдет около получаса. А вам всем хочу пожелать хороших, интересных путешествий и приятных, позитивных новых открытий. Подписывайтесь. И я надеюсь, что будут еще новые интересные видео, которые не столь банальные, которые рассказывают о Эстонии и не только, о разных различных местах, о которых мало кто знает, традициях и прочем. В общем, подписывайтесь. Надеюсь, я вас не разочарую.